У него все получилось, потому что так должно было быть. У него есть цель, у него есть идея, у него с самого начала она была. Саша, домой. Миша, ты что, не мог таких пятерых настругать? За ним девочки бегали, это я помню. Через год у него с Никулиным нас избивали всех. Скажи спасибо Беледину, сейчас бошку оторвут. В этом человеке сложилось все. Россию часто называют не хоккейной страной. Возможно, этому есть обоснование. Но мы в Спорт24 считаем по-другому. Мы запустили проект под названием «Хоккейная страна», где расскажем о 5 хоккеистах из 5 разных городов нашей страны, которые известны на весь мир. Мы покажем вам, как они стали звездами мирового масштаба. Хоккей в нашей стране, да и во всем мире, давно ассоциируется с Александром Овечкиным. Талант от Бога, великий снайпер, звезда НХЛ, капитан сборной России Вашингтона. Этот список можно продолжать бесконечно. В нашем фильме мы хотим ответить на вопрос, в чем феномен Овечкина, как он стал легендой. Мы покажем вам детство и юность Александра, которое прошло здесь, в московском «Динамо». Сашке около 9 лет было. Я просто пришел, я живу рядом с дворцом, «Динамо» на лавочке, и они там тоже, Танька тренируется. Но я приходил к Татьяне там на тренировке, где так поболтать, повидаться, как кумовья. Ну и как-то пришел, сажусь, Мишка сидит. Я говорю, где малой? Да вон там под щитом там сидел баскетбол. И говорит, слушай, что-то надо, говорит, с малым делать. Ну я ему говорю, Миш, одну, я говорю, давай я его к себе возьму. А он на 3 года младших моих ребят, которые, я говорю, на коньки поставлю, там, а там будет видно, где чего. И вот он меня год тренировался, на лед позвал. Потом парень пошел сюда. Ну, думаю, уже пора переводить свой год. И к Славке Кириллу подошел. Он ко мне ходил. Я с ним на водный ездил дополнительно. И Славка с ним дополнительно занимался. Потому что Сашка упертый, он такой, туда поеду, дождь, не дождь, там, если надо будет, поеду, все такое. Сашка в этом отношении, конечно, вот он и сейчас почему боец-то, он жаждет этой игры. Некоторые раз я устал, я не хочу, да мне это, а нет, он, вот так и получилось. Приходил домой, мамка покушать приготовит, там крикнет, да, домой. Вот он заходил и падал. Мы его раз, она полотенцем его оботрет. Вот так тренировался он. Любил очень. Эпиграф «бороться, искать, найти, не сдаваться». Вот это у нас всегда, всю жизнь нас это сопровождает для нашей семьи. Мы прекрасно понимаем, что значит мальчик спортивный, способный парень был. В любом виде спорта был бы хороший результат у него. Но он выбрал хоккей, и у него все получилось, потому что так должно было быть. Он очень спортивный парень, поэтому ничего удивительного для нас с Михаилом Ильичем в этом нет, то, что у него получилась такая спортивная карьера. Ну а Сашка, вот знаете, как вы искать, смотреть не надо, его искать не надо, потому что он такой спортивный очень парень. Он очень здорово играл в футбол и играет. В баскетбол здорово, в теннис большой играет, в бильярд прилично играет. То есть он такой игровик. И вот тренера смотрят, как он. Они не сразу в хоккей там записывают ребят, а, предположим, играют в баскетбол, мальчишка виднее поля. То есть тренера детские смотрят, да, это большое внимание. Компанейский, веселый, с ребятами дружишь, все. Ну зайди, ну не зайдишь, ну в обиду себе не даст. Такой боец в этом отношении. Ну никогда сам где-то что-то не... Никогда. Чтобы... задирался. Ну, сдача, если получится, сдача обязательно, если не по делу. Нет, да, потолкается. Очень переживал, проигрыш он переживал. Он вообще не любит проигрывать. Начинали, как он эти крюки на кухне нагревал их, крутил, вертел. Даже однажды получилось так, что вертел, куда-то уезжать нужно было за рубеж уезжать. И паспорта лежали на кухне, вот лежали, масло подсолнечное, ну и лежало это самое, а он этими клюшками своими все там нагреет, и вот крутит, там что-то делает, ну крутит, утром просыпаюсь, вот этими клюшками масло опрокинул подсолнечное, и паспорта эти все испортились, а ну уезжать через неделю, в общем, каким-то образом мы быстро там
На «Динамо» я пошла, быстренько нам помогли сделать паспорта вновь. И, в общем, короче, вот так. У нас такие даже были. Талант, он без работы ничего, это 10% все. Поэтому он очень трудоголик, он очень много трудится. Поэтому талант вместе с трудом, с трудолюбием, с преданностью хоккею, у него есть цель, у него есть идея, у него с самого начала она была. А у него он очень самолюбивый, он хотел всегда стать лучшим, всегда побеждать, всегда вести за собой. Вот эта вся энергия, которая в нем была, она, знаете, так по верхнему уровню проходит. Все, быть лучшим, чтобы команда была лучше, больше всех забить, больше всех бросить, быстрее всех пробежать, сильнее всех толкнуть и так далее. Если двойку получит, мамка говорит, все, на тренировку завтра не идешь. Он прям в слезы, все, я исправлю, я исправлю. Все очень любил. Бывало, что по 2-3 раза в день тренировались. У нас квартира на сельскохозяйственной. И вот там стадион около гостиницы. И вот с утра мама делала термос, бутерброды, и мы там на футбольном поле ребята играли. Я сидел в машине, потому что холодно, а он там тренировался, бегал с ребятами. Ребята уходили, делали уроки, поспали, а он с утра до вечера. Я с ним на все тренировки ходил. И в команде мастеров, и когда за сборную тоже за границу ездил. Там холл, в Новогорске холл есть. И мы сидим, родители, ну, отцы, сидим, динамовские там, ну, не все там, ну, кто ходил обычно. И Белединов проходит. Миша, ты что, не мог таких 5 настругать? Родители – это ключевые люди в карьере Овечкина. Татьяна Николаевна – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу. Михаил Викторович – в прошлом футболист московского «Динамо». Они посвятили всю жизнь тому, чтобы их сын стал знаменитым хоккеистом. Татьяна, вот ребята, ну, уже там 13-14 лет, какой там уже там, куда-то в кино после игры или тренировки, там это. Она, Саша, домой. Мам, ну я туда, домой сказала. Все, тихо, спокойно, не... Саша поехал, понимаешь, так, в этом отношении. Я считаю, по мне, так это правильное воспитание. Маму, папу, он их очень сильно уважал, они его правильно воспитывали, в правильной атмосфере, и вот результат он и выпал. Ну, к нам он прислушивался, конечно, к нашим замечаниям. Мы всегда как-то, знаете, анализировали игры, после игр, победы или поражения. Всегда как-то, что хорошо, что плохо. Ну, а, конечно, есть на это тренер, который делал замечания, который им говорил все это. Ну, к нам прислушивался. Он очень был целенаправленно, был помешан на хоккее, так скажем, да. Вот он смотрел много очень матчей. Михаил Ильич возил его на все игры, когда играла команда «Динамовская». Вот, он все смотрел, кто ему нравился. Потом мы смотрели там записи ветеранов, смотрели вот эту игру, вот эту. То есть он какие-то моменты все для себя откладывал где-то в голове, а потом их отрабатывал сам. А если вот так, а если вот так. Такой, ну, в общем, такой, любил очень так относиться вот к этому виду спорта, очень целенаправленно, так скажем. Я даже помню, купили кассету катания Грецки, броски там, вот такое учебное пособие. И вот он тоже смотрел. Я говорю, у него характер такой, вот у Сашки характер. Вот он пришел, начал заниматься, вот, ну, ребята уже катали, хотя младше его там где-то, но он догнать, понимаете, у него характер, он должен это сделать. Даже могу сказать, наверное, у него характер, я должен быть лучше, понимаете? Но я могу это сказать, это родительские гены, я думаю. Это все Танька или Мишка. Мы больше Татьянины. Это очень большой труд всех. Большой труд прежде всего наш с Михаилом Викторовичем, потому что мы родители. Нужно было и смотреть за питанием, нужно было смотреть за его физическим состоянием, нужно было контролировать его действия вне площадки, вне школы, в школе. Понимаете, как это очень-очень большой труд. И слава богу, что у нас все получилось. Нет, я помню, за ним девочки бегали, это я помню, да. На турнирах, когда
Питере, я помню, он выходит на улицу, за ним девочка бежит, он от нее вроде опять бежит. Вот это помню, скаутов не помню. У него очень жесткое воспитание, да, родители действительно, вот он должен быть благодарен, они, ну, заложили ему вот это трудолюбие. Вот, я думаю, что и в плане воспитания, да, и работы с девочками, ну не работы, да, а в плане общения с девочками, да, я думаю, что, скорее всего, это родители ему помогли. Овечкин – это прирожденный снайпер. Овечкин – это сумасшедший бросок. Уэйн Грецкий был известен благодаря передачам партнерам из своего офиса за воротами. А вот Александр превратил левый круг вбрасывания в свое рабочее место. И все это шло из детства. Это Мишаня с Татьяной, наверное, на даче, Мишка говорит, там поставит урну или не фигурную, тот бачок, шайбы наставит ему, и вот, и тот швыряет. Это больше, наверное, Мишаньки, это, его работа. Дедушка, царство его небесное, на забор делал ворота, клали арголит, и вот он с этого бросал, отрабатывал по 1000 бросков в день. Потом купили ему ролики, он на асфальте на роликах катался. Ну, а в деревне, сами знаете как, попрыгал, побегал, бабушка ему там покушать приготовила, покушали они, там весело. В Америке даже уже тоже стоят ворота, и внучок его учит бросать. Давай гол, Сереж, забивай. Ну, это фирменный офис он потом только приобрел, поэтому и большинство он не сразу заработал. И бросок у него, да, был, но в первую очередь, я сказал, у него была скорость, у него была агрессия в атаке, он лез на ворота, очень много создавал, там под себя убирал, пытался обыграть защитника, ему позволяли физические данные и скорость его. Мне кажется, это вот талант, который дан, да, вот именно вот бросать так, как Овечкин. Ну, я могу сравнить еще, может быть, Мозякин, да, вот бросает туда, куда хочет, туда и бросает. То есть вот ему дай 100 шайб, он, мне кажется, там, ну, может быть, одну, да, промахнется или бросит туда, ну, не получится у него бросок. Вот. А у Сашки у него что щелчок, что кистевой бросок, у него очень сильный и, самое главное, точный. Ну, там не обязательно как-то конек подставить, здесь самое главное координация, как подстроиться под эту шайбу. Вот, плюс периферическое зрение, он смотрит и на шайбу, да, и видит ворота, куда бросить. Я думаю, что это вот просто и есть талант, который развивается через работу. Когда в детстве он немного, как бы, чтобы сильнее, быстрее, он говорит, не катил, а бежал, как бы подпрыгал и бежать. Кати, там, схватывай, держишь где-то, кати, все. Ну, у него уже, во-первых, она широкая манера так катания, не из-под конька, широковатая. Но за счет мощи, за счет силы, правильно вот это вот движение голеностопом, и все. Он, как говорится, немного у него сглаживается вот это вот насчет катания. Талант Овечкина был виден с самого детства. Он прошел через команды всех возрастов и везде был лучшим на льду. В 16 лет он дебютировал за основу «Динамо» в матче российской суперлиги. Произошло это 14 ноября 2001 года. Бело-голубые на выезде обыграли «Крылья Советов» со счетом 2-1. Родился Овечкин, но он появился, тогда еще никто не мог сказать. Да, был талантливый, перспективный парень, молодой, который много забивал. Здесь правильно сказать, знаете, наверное, талант вместе с трудолюбием. Потому что отдельности эти компоненты не превращают в звезду игрока, а его именно превратили. Он мечтал попасть туда, к нам, там, в 15, не знаю, в 16 лет. Он просто ходил и вот с такими глазами мечтал к нам. А попал, мечтал дальше, опять с такими глазами, у него уже дальше цели. Ну и так все постепенно, поэтапно, пошагово он вот добился того, чего он добился. Но опять-таки своим упорством, я думаю, там 90% тоже. Именно вот этого своего желания попасть куда-либо. В команде мастеров его очень хорошо приняли. То есть никто там, знаете, пальцы не гнул, ничего. Нормально подсказывали все ребята, молодцы. Хорошая была команда. Атмосфера там хорошая. Микроклимат очень хороший был в команде. Ну, в основном-то он молчал, чем молодой парень пришел, да, в 16 лет.
Вот. Но выходя на лед, он раскрывался и не щадил никого. Вот. Бился за каждый кусок льда, можно так сказать. Да. И он, ну, сразу бросалось в глаза то, как он бросает точно. Иногда думал, ну, как бы он глаза закрывает и бросает. Но он попадает и попадает, забивает и забивает. Ну, я всегда хочу выделяться, и если ты не выделяешься, не стараешься, чтобы ты был на виду, и не хочешь, чтобы ты был лучше всех, тогда зачем что-либо делать? Было стеснение, как у любого нормального воспитанного человека, а боязни не было, но и такой прям самоуверенности, что я в 16 лет сейчас здесь сильнее всех, тоже не было. Поэтому обычная рабочая обстановка для молодого игрока, который, опять же таки повторюсь, да, знал, что хотел. Да, он мог попрыгать, мог побегать, мог напрыгнуть на кого-нибудь. Поэтому он очень эмоционально был. Это вот его характеризует. Эмоции, желание играть. И он никогда не держал эмоций в себе. Вот это самое важное. Он их выплескивал в разном проявлении. Я говорю, там и Никулин Илья был, а Овечкин. Они очень так и радовались, и огорчались, все откровенно. Первая с крылышками была игра, Да. первая с крылышками, да. С крыльями, да. С крыльями Советов, конечно. Интересно было. Как. Я помню, Миш, знаешь, тогда мы потом смотрели эту игру в записи, и Сашка, значит, такой взволнованный на полу, значит, они лежат на полу с Мишкой, смотрят на ковре, а мы сидим. Вот смотри, мне там этот самый Савченков, по-моему, Сашка, так, иди давай, куда ты пошел, или Кудашов, куда ты пошел, там это, типа того, говорит, мам, ты понимаешь, ты представляешь? В общем, так, эмоции такие рассказывает, как все это происходило. А мы слушаем, с отцом слушаем, ага. Я помню, что через год они уже с Никулиным нас избивали всех, меня и Вышеткевича. Поэтому они быстро, ну, в шуточной форме, но они уже за год, я не помню какое это время, но так уже за год они стали нас так, в игровой форме бить. С Никулиным вместе. Они большие. Кстати, да, вот, ну это, наверное, через год. Они уже большие были. Они у нас, да, уже он большой был. Они с Ильей, мне кажется, чуть ли не главные были, как сказать, заводилы, да, комики, да, они подшучивали и на тренировках могли, да, сзади наброситься там на любого и в шутку там побить. Я, ну, прекрасно помню, что от молодых такое, ну, редко бывает. Они просто, ну, люди уверенные в себе были. Была видна перспектива капитанства, она была однозначно, ее видно было, лидерские качества, они во всем, они просто... И он самое главное, понимаете, для капитана самое важное не быть эгоистом. Он понимал ценность команды, ценность коллектива, и он всегда был частью коллектива. Я сидел на трибуне с Эпштейном Николаем Семеновичем, это знаменитый тренер. И вот был тренер Бельдединов, а он его не ставит. А как раз плей-офф там был, он не ставит. Я говорю, елки, ну что он его не ставит? Он, Миша, скажи спасибо Бельдедину, сейчас ему бошку оторвут. Хорошо, что не ставит. Все старались играть против него пожестче, и это нормально. Тем более, когда человек в маске выходит и начинает тебя обыгрывать. Раньше-то не такой хоккей был, как сейчас. Раньше и в шею могло прилететь, и к молодым немножко не такое отношение, как сейчас. Вот, и на тренировке всегда старались, если тебя молодой где-то обыграл, то где-то ему засадить старались. Вот, поэтому Сашка через все это проходил, как обычно. А потом один раз там вбрасывали или еще что-то такое. Он говорит, я голову опустил, мне говорит, крагой, как снизу дали. Юдин был такой, он здоровый. Саша говорит, я качу, слышу, лед трещит, оборачиваюсь. Юдин летит на меня, я как раз присел в борт. А так, говорит, если бы я мне посмотрел, он меня размазал по борту. Это голова, соображать надо, куда лезть, когда лезть, как применять, где что. Если безбашенный, это можно на каждой игре на тренировке получать травмы. Это все башка, надо думать, все мыслить. Но если не все партнеры по «Динамо» видели в Овечкине суперзвезду, то тренеры сразу делали на него ставку. Неудивительно, что уже в 17 лет он дебютировал за взрослую сборную России и забил гол в первом же матче, правда в пустые ворота. Случилось это
в 2003 году на чешском этапе Евротура. Через год Овечкин уже участвовал во взрослом чемпионате мира. Čas 59-46. Gól ruského celku Alexandr Ovečkin, číslo 3-6. Time 59. В 17 лет, когда его Тихонов Виктор Васильевич взял в сборную России и поставил, он говорит, я захожу в раздевалку, сидит Яшин, то есть сидят вот эти все звезды, у меня, говорит, челюсть отпала, неужели я с ними рядом буду сидеть? То есть ну, парень, представляете, 17 лет попасть в первую сборную России, это же. И Тихонов Виктор Васильевич его сразу в первое звено поставил. Доброжелатели сразу, ну а что вы хотите, там мама, папа в спорте, что вы хотите? Доброжелателей нас полно, до сих Что вы пор хотите? полно. Ой, Господи. Критикуют Овечкина много и давно, но все-таки им больше восхищаются. Его голами, рвением к победам, желанием быть лучшим всегда и везде. Овечкин соответствует своему статусу легенды не только на льду, но и за его пределом. Просто он нормальный парень. Нормальный парень, все понимает, как-то странный, уникальный. Что значит уникальный? Нормальный парень, абсолютно. Такие люди должны быть. Понимаете, надо помогать по жизни друг другу. Он очень любит хоккей. В первую очередь, он любит эту игру, и он посвящает всего себя ей. Конечно, сейчас семья уже, но он, тем не менее, видно, как он даже выходит на лед, как он играет, и у него глаза горят. Это самое важное. От него энергия, как с первого дня шла, так, по-моему, до сих пор идет. Он угадал и с видом спорта, да, это тоже немаловажно. Хотя он и в баскетбол хорошо играет, там, вот, но генетика все-таки больше действительно к хоккею он расположен. Вот. Но опять же повторю, что это все через труд. Очень много талантов, очень много талантливых ребят. И я там вот в детском хоккее работал. У нас очень талантливая страна. Ну, я имею в виду, ребята очень много талантливых, но, скажем так, не готовых именно вот пахать, да, не работать, а можно сказать, вот пахать, как примеры там Овечкин, Ковальчук, Малкин, действительно люди, которые добиваются многого через труд. Талант все-таки даже здесь не на первом месте. Но и все совпало, я так думаю, да, вот эти все правильные работы и личное его усердие, вот это упорство, характер, и я думаю, вот оно все, в этом человеке сложилось все. They say in show business, two things are critical: talent or charisma. It's rare that you have both, and he does. С самого начала, как только Саша приехал в НХЛ, вот честно, дня не было, чтобы про Сашу что-нибудь не написали, что-нибудь не сказали, там в интернете, в газете. И мне прямо так говорю, слушайте, говорю, ну вам не надоело еще? Говорю, 30 команд, и в каждой команде есть игроки русские. Что вы к Саше-то пристали? Он говорит, вам что, зарплату не платят, что ли? Говорит, да, говорит, просят про Сашу. Я говорю, ну вот что. И Саша тоже говорит, Саш, ну хватит, Саш, ну хватит. Я говорю, мам, ну пускай пишут, людям надо деньги зарабатывать, пускай пишут. Что ты, говорит? Я говорю, Саша, сейчас напишет так, а потом так напишет, что не отмоешься. Ну и пускай пишут, я как-то спокойно к этому отношусь. С годами ничего не изменилось. Про Овечкина по-прежнему пишут больше всего. А сейчас весь хоккейный мир еще следит, как он гонится за великим и, казалось бы, непобиваемым рекордом Грецки. Это 894 шайбы. Саше осталось меньше 150 голов. Если вот так же будет продолжать, без травм, я думаю, тяжело, но он может его догнать. Ну, честно, вот перед этим сезоном я думал, что невозможно, потому что, ну, куда уже столько лет, а то, что он творит в этом сезоне опять, то, мне кажется, почему бы и нет. Но он же подписал на 5 лет контракт. Если он будет хотя бы по 30 голов в сезоне забивать, как раз и хватит.
Вот. И еще раз говорю, что я думал перед сезоном, что это нереально, но он вон опять среди лучших снайперов лиги идет. Говорит, надо сейчас просто забыть об этом, надо вообще все это рекорд грецкий, надо играть. Хочу, чтобы все оставили в покое Сашу. Это было бы, конечно, замечательно, то, что Саша сейчас вот так вот играет. Но все к этому идет, поэтому дайте ему спокойно играть, дайте ему спокойно забивать. Хватит поливать его, обливать его, хвалить его, хватит. Дайте парню играть. И сейчас еще внучок у нас растет такой. Мы думаем, что такой мальчишка тоже спортивный очень. Вот. Но уже потихонечку там Сашка ставит его на коньки. Вот. Поэтому ждем. Дожить бы нам, считаем с мужем. Ага, это сколько нам будет, значит, нам сейчас с тобой столько, когда Сережка будет, значит, ставить на коньки, когда он наверняка будет в команде мастеров. Сколько нам будет, отец? Мы стоим, увидим ли мы, как будто он играет? Думаем, считаем уже. Да, сейчас, конечно, ему очень помогает, супруга помогает очень его, и сейчас еще детишки, у него стимул такой, когда они на играх, на тренировках, у него стимул такой, тем более Сережа там все там переживает, так болеть, папе шайбу давайте, папа, шайбу, забей гол, я здесь, кричит такой. Да сейчас уже можно хвалить, сейчас уже. Ну, все равно, у меня нет такого в моих правилах. Ну, хороший Саша игрок, хороший. Да уже есть хороший, он великий. Работоспособный очень, работоспособный парень, незаносчивый, и все воспринимает правильно. И... Самое главное, нет у него вот этой звездной болезни, там, да.